29 апреля 2022 года должно было стать последним рабочим днем Вики Уайт. 17 лет она проработала в тюрьме округа Лодердейл в Алабаме. Стала заместителем директора. Утром Вики открывает камеру заключенного Кейси Уайта. Надевает на него наручники и ножные кандалы. Выводит его из здания. Через несколько часов оба исчезают. 11 дней их будет искать вся страна. А все закончится погоней, выстрелом и смертью Вики. Но важнее самого побега другой вопрос. Как женщина, 17 лет знавшая тюрьму изнутри, использовала эти знания не для того, чтобы остановить опасного заключенного, а для того, чтобы вывести его на свободу? Итак, 9:30 утра. Камеры в коридоре тюрьмы фиксируют. Вики открывает стальную дверь. Придерживает ее для Кейси. Он выходит в оранжевом комбинезоне, в наручниках и в ножных кандалах. Обычная процедура для заключенного. Она сажает его на заднее сиденье служебной машины и уезжает. Коллегам Вики сказала, что везет Кейси в суд на психиатрическое обследование, а после заедет к врачу. Она неважно себя чувствует. Около 3:30 в тюрьме понимают, они не могут связаться с Вики. Все звонки переходят на голосовую почту. Объявляет тревогу. Пропала одна из самых опытных сотрудниц, а вместе с ней заключенный, отбывающий 75 лет и ожидающий суда по делу об убийстве. Первая версия самая страшная. Возможно, Кейси напал на Вики по дороге. Теперь он удерживает ее против воли. Но уже в тот же день начинают всплывать нестыковки. В суде, где должно было пройти обследование Кейси, выясняется: на 29 апреля ничего не назначено. Кейси Уайта там никто не ждал. Еще несколько дней назад коллеги устроили ей прощальную вечеринку. После 17 лет службы в тюрьме округа Лодердейл 56-летняя Вики готовилась выйти на пенсию. К этому моменту она занимала должность заместителя директора тюрьмы и считалась одним из самых опытных сотрудников. Она хорошо знала внутренний распорядок и правила конвоирования заключенных, содержавшихся в Лодердейле. Одним из этих заключенных был Кейси Уайт. 38 лет. Рост более 2 метров. В 2015 году он совершил вооруженное нападение, угнал автомобиль и во время задержания открыл огонь по полиции. За это его приговорили к 75 годам заключения. Между Вики и Кейси не было родства, просто одинаковая фамилия. Но к утру 29 апреля они уже давно не были просто сотрудницей тюрьмы и заключенным. Чтобы понять, как помощник директора оказалась одна рядом с человеком, которого запрещалось конвоировать в одиночку, нужно вернуться на 2 года назад, к его первому переводу в Лодердейл. Итак, летом 2020 года Кейси, уже отбывающий 75-летний срок, неожиданно признается еще в одном преступлении – в убийстве Конни Риджуэй, совершенном 5 годами ранее. Для допросов его этапируют в тюрьму округа Лодердейл. Здесь Вики видит его впервые. Высокий, спокойный, совсем не похожий на человека, которого называют одним из самых опасных заключенных штата. Кейси умел располагать к себе. Сотрудникам он казался вежливым и спокойным. Среди заключенных у него была другая репутация. Он умел очаровывать женщин. В следующие дни Вики все чаще подходит к его камере. Потом задерживается чуть дольше. Заключенные это быстро замечают. А вскоре у него появляются небольшие привилегии. Лишний пакет с едой, чуть более длинные прогулки. Граница между работой и личным стиралась постепенно.
Он пишет ей письма, посылает открытки ко Дню Святого Валентина. Но уже в том же 2020 году все едва не заканчивается. Кейси прячет самодельный нож и в день судебного слушания готовится захватить заложника, чтобы вырваться на свободу. План раскрывают в последний момент. Кейси возвращают в исправительное учреждение Дональдсон. Теперь между ним и Вики снова сотни километров. Но их общение продолжается по телефону. Телефон тюрьмы снова соединяет его с Вики. Потом еще раз и еще. Позже следователи насчитают 949 их телефонных разговоров. А в феврале 2022 года Кейси снова привозят в Лодердейл. Готовится к суду по делу Конни Риджуэй. И он снова оказывается рядом с Вики. К этому времени она уже давно жила одна. После развода с мужем Томми Уайтом в 2006 году детей у нее не было. А недавно Вики потеряла отца. Теперь же готовилась выйти на пенсию и оставить работу, вокруг которой 17 лет строилась почти вся ее жизнь. И вот пока одна часть ее жизни заканчивалась, отношения с Кейси стали занимать в ней все больше и больше места. Итак, до побега остаются считанные дни. За 17 лет работы в тюрьме Вики слишком хорошо изучила, как расследуют преступления. Теперь она шаг за шагом скрывает следы, которые могут вывести на нее. Вики покупает за наличные подержанный Ford Edge. А 18 апреля она продает свой дом за $95 550, хотя его рыночная стоимость около 235 тысяч. Из банков она снимает еще около 90 тысяч наличными. На первый взгляд все выглядело как подготовка к пенсии. Но на самом деле к побегу. Теперь же остается самое главное – вывести Кейси из тюрьмы так, чтобы никто ничего не заподозрил. Для этого Вики придумывает поездку на психологическую экспертизу, которой на самом деле не существует. Но одного предлога недостаточно. Вечером 28 апреля она оставляет недавно купленный Ford Edge на парковке у ближайшего торгового центра. На следующее утро она приезжает на работу, как обычно. Итак, служебный Ford Taurus выезжает со стоянки тюрьмы. До здания суда они не доезжают. Вики сворачивает на парковку у торгового центра. Через несколько минут она освобождает Кейси от наручников и кандалов. Они пересаживаются в Ford Edge, оставленный Вики накануне, и исчезают. Ford Edge ломается через несколько часов после того, как они отъезжают от тюрьмы. Его приходится бросить. Кейси покупает за наличные старый черный Ford F-150, и на нем уже они продолжают путь. А через несколько дней они уже в Эвансвилле, штат Индиана. 2 мая Вики и Кейси просят случайного мужчину снять для них номер в мотеле на свое имя. Они платят наличными, заселяются сами. Еще несколько недель назад у нее был собственный дом, работа, и до пенсии оставались считанные дни. А теперь она живет по тем же правилам, что и люди, которых еще недавно охраняла. Без документов, под чужими именами и в постоянном ожидании погони. Сначала полицейские находят брошенный служебный Ford Taurus. Внутри остаются ключи, рация, наручники и ножные кандалы. Все указывает на то, что Кейси захватил Вики и заставил ее сменить маршрут. Но камеры на парковке показывают другое. Из служебной машины они вместе пересели в оранжевый Ford Edge. А несколько дней спустя этот автомобиль находят брошенным. При проверке выясняется еще одна важная деталь. Ford Edge был куплен Вики заранее, но оформлен на чужое имя. Документы оказались поддельными, значит, побег готовился ею заранее. Версия о заложнице начинает рассыпаться. Один за другим всплывают другие факты. Проданный дом,
снятые со счета деньги, оформленная пенсия. Теперь полиция ищет не жертву и ее похитителя, а двух беглецов. Пока полиция восстанавливает маршрут беглецов от тюрьмы в Алабаме до Эвансвилла, Вики и Кейси готовятся снова сменить машину. За наличные они покупают у частного продавца серый Кадиллак. Вечером оставляют его возле автомойки. На следующий день приезжают туда на Ford F-150, пересаживаются в Кадиллак и уезжают. Спустя некоторое время управляющий автомойки замечает брошенный пикап с теннессийскими номерами. А в новостях уже несколько дней говорят о беглецах из Алабамы. Он обращается в полицию, передает записи с камер. На кадрах рядом с пикапом стоит очень высокий мужчина. Федеральные маршалы узнают в нем Кейси. Утром 9 мая федеральные маршалы и полиция уже наблюдают за мотелем, в котором остановились Вики и Кейси. Через некоторое время пара выходит из номера. Они садятся в серый Кадиллак и покидают парковку. За рулем Кейси. За ними следом трогаются автомобили полиции. Кейси сворачивает на травянистое поле, но оторваться он не успевает. Через 15 минут патрульный автомобиль таранит Кадиллак. Машина переворачивается и оказывается в кювете. Полицейские окружают разбитый Кадиллак. Кейси сдается без сопротивления. Первое, что он говорит: «Помогите моей жене. Она выстрелила в себя». Вики с огнестрельным ранением в голову доставляют в больницу. Там же вечером она умирает. Кейси получает легкие травмы. 11-дневный побег окончен. Вики собиралась выйти на пенсию, но после того, как вскрылась ее роль в побеге, округ официально уволил ее и лишил пенсионных выплат. Обвинения, предъявленные ей при жизни, подделка документов, кража личных данных и содействие побегу, после ее смерти были сняты. После возвращения в Алабаму Кейси обвинили в гибели Вики. В мае 2023 года Кейси идет на сделку со следствием, признает вину в побеге, а обвинения, связанные со смертью Вики, снимают. 8 июня суд приговаривает его к пожизненному заключению за побег. Возможность условно-досрочного освобождения появится у него не раньше 2081 года. Вики знала, насколько быстро начнется розыск. Она знала, что внешность Кейси невозможно надолго скрыть. Знала, что после выхода из тюрьмы пути назад уже не будет. Но несмотря на это, утром 29 апреля все равно открыла его камеру. А на этом все. Увидимся в следующем видео.